Теперь эту сумму вычтут у меня из зарплаты. Сейчас пойдем туда. Насыщенный сегодня день. Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал. Это морской влог, мой рабочий день. Мы стоим в порту, сегодня еще должна приехать провизия. Ну, с чего начинаем? Включаем плиты, делаем кофе и приступаем к работе. Кофемашина внизу сломалась, поэтому придется подниматься на мост. Заодно покажу, как выглядит мостик. Вот такой вот у нас мостик, и вся основная романтика проходит здесь. Вот такие виды. Сегодня еще, если получится, пойду в город, покажу вам красоты и широты Голландии. Сейчас на завтрак сделаю овсянку, пожарю хэшбрауны, также омлет с кабачка сделаю и жареные яйца, плюс овощная нарезка, сырная и мясная. Вот. Сегодня воскресенье, в обед будет пицца. Как раз покажу, какую начинку я использую. И в целом все. Провизию сказали привезут к 9-10, но каждый раз они привозят 12 час. Хотя убеждают в том, что до 12 100%, но ни разу еще такого не было. Поэтому посмотрим. Погода сейчас плохая, поэтому в работу мы не пойдем, скорее всего пойдем на рейд, на якорь станем и будем ждать хорошую погоду для комфортной работы. Так, для омлета мне понадобится 8 яиц, лук, кабачок и пармезан, также соль, перец, масло. Лучок меленько соломкой. Вы можете задавать вопросы в комментариях, на которые я отвечу уже в следующих видео. Не стесняйтесь, пишите. Может, вы хотите поделиться советом каким-то или что-то интересное рассказать, там какой-то рецепт интересный. Пожалуйста, пишите. Так, я, наверное, натру половину, потому что он огромный. Вот столько хватит. Так, лишняя влага нам не нужна. Сюда. Затем соль, перец. И 4 столовые ложки пармезана. Вот так, небольшие. Хорошо перемешиваем. Главное перед этим яйца взбить отдельно. Меня, кстати, экипаж спалил, что я снимаю видосы. Теперь все не просто думают, что я стою сам с собой разговариваю. Теперь все знают, что я стою, разговариваю с вами, друзья. Так что, если вы меня смотрите, привет.
готовлю вам омлет. Так, получается, я подготовил примерно на один большой омлет. Для тех, кто первый раз на канале, я работаю на PSV, платформе Supply Vessel, то есть снабжаем разным инвентарем и так далее, и обслуживаем нефтяные вышки. На борту 11 человек экипаж. Готовлю я на завтрак примерно на 5-6 человек, потому что едят не все, некоторые работают с ночной смены и до завтрака приходят уже отдыхать. Так, я подготовил омлет. Если не хватит, я всегда могу дожарить. То есть сделать новую партию, дожарить, так же самое, как и яйца, чтобы все было свежее. Чтобы оно не лежало, не обветривалось, там 10 яиц жареных уже. Они просто высохнут, и никто их есть не будет. Так что 3-4 яйца пожарил, пришел человек, взял их, ты дожарил еще раз. И с остальными продуктами так же самое. Ну, кроме основных блюд. На обед, на ужин. Все, вот такая вот консистенция получилась. Теперь отправляемся к плите и буду жарить на средней температуре, как обычный омлет, с двух сторон. Так, теперь включаю фритюр. Достаю хэш-брауны, они у меня в качестве полуфабриката, и закину еще французские багеты запекаться. Так, теперь овощная нарезочка. Помимо того, что с утра я делаю себе кофе, включаю плиты, я также начинаю день с уборки. Пока помыть полы, пока подмести все в мэсруме, проверить, столы убрать. Потому что вы писали, что почему нельзя это все с вечера сделать. Вечером это тоже делается, но есть и ночная вахта, которая приходит перекусить, где-то там крошка упала, где-то еще что-то. Поэтому убирается все до приема пищи и в конце рабочего дня. Помидорки, огурчики, свежачок, витамины, если они здесь присутствуют в пластиковых овощах. Ну да ладно. Что нам поделать? Все в пленку и на стол. Так, хэш-брауны закинули, теперь омлет. Так, разогрели сковородку и выливаем омлетик. На средней температуре. Все аккуратненько разровняю. Вот. И все, на средней температуре жарим с двух сторон. Пахнет просто восхитительно. Обязательно попробуйте этот рецепт, очень вкусно получается. Особенно тех, кто любит драники с кабачка. Есть. Так, опасный момент. Оба. Все порвалось. Плюс еще обжарю сосиски с лучком. Вот такой вот красивый омлет получился. Правда, пару кусочков порвались, но ничего страшного. На вкус это не влияет. Вот. Так, пока завтрак идет, я поставлю сейчас тесто. Буду делать заготовки на целый день, то есть мне надо будет подготовить на ужин, свинину нарезать, разобрать скумбрию и на обед нарезать овощи, мясо под пиццу, то есть подготовить начинку. Плюс еще сделаю сегодня куриный суп с кокосовым молоком на тайский мотив.
Друзья, рецепт теста на пиццу и соуса на пиццу у меня есть на канале. Там все более детально рассказываю. Поэтому прикреплю где-то здесь или здесь. Переходите, смотрите и пишите ваше мнение в комментариях. Все, вымесил. Накрываю и в теплое место оставляю подходить. А пока можно заняться супом. Для супа я возьму 2 куриные грудки, 2 крупных зубчика чеснока, имбирь, чайную ложку, 1 морковь, 400 мл кокосового молока, 6 шампиньонов, лемонграсс. У меня сухой, но лучше брать свежий, тогда он будет ароматней. Цедра лайма, чили, рыбный соус, ну и соль, перец. Для начала я закидываю курицу и нарезаю кружочками морковь и ставлю варить бульон. Такими вот. Все, убираем на плиту. Будем его сейчас варить. И пока подготовлю остальное все. Плюс надо добавить туда еще кокосового молока. Половину банки. Остальную часть оставляем на потом. Вот, шампиньоны сейчас почищу, нарежу, натру имбирь, чеснок и немного добавлю перца чили, чтобы оно было не сильно острое, а так слегка пикантное. Ну и все. Буду подготавливать. Так, еще понадобится немного цедры лайма. Буквально пол чайной ложки. Так. И также на мелкую терку имбирь. Так. Отлично. Так, спустя 20 минут можно добавлять специи. Грибы. Буквально щепотку лемонграсса. И где-то столовую ложку рыбного соуса. Плюс оставшееся кокосовое молоко. Соль, перец. Вот так вот. И сюда подошла бы идеально кинза, но кинзы у меня нет, поэтому я буду добавлять петрушку. Вот. И все, доводим до кипения. Кипятим буквально пару минут. Пробую, довожу до вкуса и можно снимать. Так, суп готов. Я его сейчас буду снимать. Приехала провизия, поэтому в быстром темпе сейчас бегу, раскидываю провизию и дальше занимаюсь заготовками. Вот так вот все в реальном времени, как есть на самом деле, показываю вам, друзья. Так, они прям на удивление сегодня приехали четко, 9:30. Говорили, приедут в 9.
прям на них не похоже. Так что сейчас пойду встречать. Пока быстренько нарезал курицу на пиццу. Еще пицца будет с курицей, с колбасками и с солями. Тесто стоит, соус я сделал, суп есть. Осталось на обед салат сделать, будет коуслоу. А на ужин свинина в томатном соусе с грибами и скумбрия в медово-горчичном маринаде. Так, забрал документы. Сейчас отнесу на мост и буду уже принимать провизию. Salami, Да. Заебись. Por pizza? Salami, Good, Солями, sausage, everything. Так, я обычно как делаю пиццу? Я наливаю соус, засыпаю потом это все дело сыром, затем кладу уже начинку, сверху еще порцию сыра и запекаю. Две будут у меня с солями, одна куриная и одна с колбасками. Солями больше любят, что солями больше едят. С колбасками будет с перцем сладким, а которая с курицей будет с грибами. Плюс еще я делаю оливковое масло с чесноком и орегано. И этим смазываю корж и саму пиццу в конце, уже когда она готова будет. Получается очень вкусно и ароматно. И еще вкуснее, когда добавляешь два вида сыра, например, моцарелла и гауда, или ваш любимый чеддер, например. У меня амстердамер. Так, теперь нарезаю коуслоу, капуста, морковка с майонезом, и можно подавать обед. Все, вот так вот. Капуста, морковка, соль, перец и майонез. Все, ребята уже кушают, замываюсь и дальше расскажу, что там, какие нюансы по провизии. Провизию получил, все раскидал, все приехало, но есть маленький нюанс. Вместо того, чтобы заказать 50 кейсов обычной воды и 30 кейсов газировки, я провтыкал и заказал 80 кейсов газированной воды. И теперь эту сумму вычтут у меня из зарплаты. Нет, я шучу. В этом нет ничего такого печального. Мы либо поменяемся с другим судном, либо позже закажем еще уже обычной воды, потому что у нас сейчас есть запас. Вот. Так что это не проблема. Это просто человеческий фактор. Бывает такое, что сделал заявку, а не туда посмотрел, не в ту графу и заказал 2 раза одно и то же. А только одну я заказал там, где 6 бутылок в кейсе, а другую я заказал там, где 12 бутылок в кейсе. Короче, напутал все. Вот. Сейчас обед почти закончился, и мы идем в город. Буду покупать сыр, кофе. Плюс посмотрю там еще себе по инвентарю. Хочу взять еще одну сковородку, потому что это уже почти прогорело. Не выдерживает тефаль, конечно, рабочего такого профессионального объема. Так что придется брать еще одну, либо, допустим, такую же тефалевскую, либо 2 обычные, потому что тефалевская вроде я брал за 40 евро. Сейчас думаю, может взять 2 по 20 евро, типа от
блокера вроде или брокера магазина с посудой. Посмотрим. Так что переодеваемся, идем в город. I'm off for you. The bracelets you have to wear if you put them on by each other. Зашли в морской музей Голландии, в Den Helder. Походим, посмотрим. Вход 12 евро. Обалдеть. Вот такие вот морские будни. Музеи, прогулки по городу. Не только одна работа, еще и разнообразие должно быть, правильно? Смотрите, какая красота. Все сделано как под трюм. Обалдеть, посмотрите. Это пушка. Это интересненько, все эти перстни, мушкеты, столовые приборы.
Сейчас пойдем туда. А вот и она. Осторожно, тут скользко. Обалдеть. Обалдеть. Смотрите, тут еще вовнутрь можно спуститься. En die sloegen dan dus die pinnen in en er werd een motor gestart. Het is Внутри. Ja, het is een ster. Блин, обалдеть. Посмотри, какие они маленькие. Койки. Обалдеть. Ты был как раз? Под лодкой. Капец. Обалдеть, просто посмотрите. Там торпеда. Да, это 3 койки еще опускаются. Вот у каждого такие шкафчики под вещи. En dan op het moment, kijk daar is het
такой санузел, только раковина. А, это душ. Да, душ. Обалдеть. А вот это кухня. Смотрите, чайник на плитке. Обалдеть. Столовая. Ну это офицерская получается. Блин, ну вот представляете, я тут буду стоять готовить. Обалдеть просто, обалдеть. Настолько мало места. Вот. Офицерская каюта. Капец. Опа. Проходим дальше. Это радар. Сонар. Класс. Это Last set up on fire. обалдеть. 400 yards, 10 seconds, fire! Так. Fire! Stand by cue. Ну, радиокаюта. Обалдеть. Обалдеть, как тут тесно. Обалдеть. Так вот садишься тут и регулируешь. Класс. Да. Насколько все компактно. Машинное отделение. Там еще что-то. Вот. Тут каюты. Спальные места. Вот, смотрите. Шкафчики.
Офицерская столовая. Еще одна получается. Или как зона отдыха. Вот, смотрите, фритюр, вот еще кухня. О, вот она, смотрите. Плита, духовка. Да, камбус. Так, буду готовить. Готовлю на подводной лодке. Новая рубрика. Я. Обалдеть, ну тут прям очень мало места так. Шкафчики такие. Тоже душ. Вот, это уже я дошел до конца. Второй торпедный отсек. Вот торпеда стоит. Смотрите, как еще кровати раскладываются, койки. 4 места еще. И тут прям так протиснуться можно, в принципе. Блин, не знаю. Обалдеть. Я в длину бы не поместился бы сюда, честно говоря. Но тут и набирали, скорее всего, людей по определенным габаритам. То есть высоких не брали, потому что, ну, тут невозможно было бы нести службу. Nee, niet in een echte boot, maar kijk zoals hier. Kijk dan. Ja. Huh? Так. А вот там вот мы заходили. Класс. Ну вот оно того стоит. В свободное от работы время походить по музеям, прогуляться по городу, по тем местам, которых, ну, редко увидишь и посетишь. Вот туда сейчас идем. Ага. Под наклоном. Hey, we'll have come here. Yep. Okay. English? Yes. Yeah. This is a ship. You're here now. Okay. Because this must. Go stairs down. You can go all the way down. Here, exhibition about the ship. Exhibition about eating on board.
Yeah, And unbelievable. it was built as ram ship, Ага. to ram other ships. Yeah. Сервис тут разный, смотрите. Капитанская каюта. Обалдеть. On board. Men not allowed. So hotel for the women only. Yeah, Or it's yeah. people who serving. Да, то есть раньше это судно было перестроено в отель, и здесь жили до 3000, около 300 человек, которые здесь жили, как в отеле, и работали на берегу. Обалдеть, 300 человек. Женщин. А, еще и женщины. Короче, это отелик был, Каюта Стоял старшего этот. капитана. морская база, они жили здесь и работали на базе. Ну, да, Костяковская каюта нормально. Да, смотри, Старпомовская каюта. Ванна. Вот команда, что ты говоришь, спальня. Это его кабинет, а это спальня. Смотри. Ну да, это зона отдыха. О, классно. Видал? Шикарнейшее вообще. Вот это уже капитанская каюта. Столовая, да. Обалдеть. А вот эта веревка для чего интересно? Но это офицерская столовая уже. А Вася, здесь это сейчас. Если мы... А, смотри, вот. Вот кладовая. Dan wil je straks nog vragen beantwoorden op de mijnenveer. Так вот питался экипаж. Boris, nee. Крыса. И вот еще сухой склад. Зингер. Швейная машинка. Тут закрыто все. Идем обратно. Инсталляция такая. К чему она здесь, непонятно. Тут заключенные были.
кто себя плохо вел и ругался с поваром. Машинное отделение. О, привет! This engine starts running by inserting 1 euro. Парни, блядь, 50 как 20 копеек. Кого евро есть? Ремонт доставал. Да, Только можно подожди. запустить за 1 евро. Подожди, мы сейчас должны это снимать. Готовы? Да, давай, на старт. Поехали. Обалдеть. Да, прикольно. Ну и все. Обошли все судно. Мы есть сегодня будем или нет? А, да. Have fun. Ну. Я понял, вы что, фу, смотри. Zal ik eens even bijprikken? Работает парень. Oké,
А вон еще один работает. Attentie, ik kom op de straal. We hebben opbouwende drijfvraag ten noorden. Het is derhalve getestwas van post. Getestwas van de post uit de stuurvoerdivisie. Uit. Что ты нажал? Кто что нажал? Вон еще один. Сзади. Все, теперь за продуктами. Вот тут есть разные сковородки, но сильно маленькие. По 10 евро. Сильно. Но эти прям дешманские. Так, остальное мне не надо. Чашки, кружки, тарелки, блюдца. Тоже не надо. Не, чайник не надо. Ну, вок. Но мне не такая нужна. Вот, смотри, вот это. Бай. Так, все, покупаем сыры, кофе. Все, продукты закинули, теперь переодеваться и идем готовить ужин. Взял еще одну такую же лопатку, у меня есть.
Очень удобно ей работать. И 2 сковородки. Одну тефалевскую, но уже подешевле. Это где-то 26 евро вроде она стоила там по скидке. Но она тонкая, то есть я ее буду использовать там для блинчиков, либо для яичницы. Потому что для высокой температуры, например, для какого-то тушения, там, зажарки, ну, для долгого использования, она прогорит. Ее может повести, то есть и уже придет в негодность. Поэтому ее так аккуратненько, только для жарки яичницы, чтобы было антипригарное покрытие. Поэтому так, и взял еще тоже за 35 евро вроде. Это уже местная, типа блокер фирмы, вот эту сковородку. Она глубокая, тяжелая, толстостенная, поэтому я думаю, что ее хватит надолго. И также с ней буду поосторожней, а все высокие температуры, долгое тушение будет на старой тефалевской сковородке, потому что она уже немного прогорает и ее немного уже повело, то есть она ровно уже на плите не стоит. Так что для профессионального использования тефаль как-то под сомнением. Хотя вот у меня дома, например, тефалевские сковородки. Ну, понятно, что я дома не так готовлю много, как на работе, но с ними вот за год, за 2 даже ничего не произошло. То есть покрытие слегка изменило цвет, но все так же антипригарное. Так, первым делом плиты я включил, разбираю свинину, нарезаю ее. Затем подготовлю картошку, будет на гарнир отварная картошка. И буду уже разбирать скумбрию, потому что она готовится быстрее всего. Так, подготовил картошку, залил ее водой, сейчас буду варить, ставиться. Сейчас буду подготавливать лук и грибы под свинину. В разогретое масло закидываю свинину. Даю ей сейчас цвет. Добавляю лук. Поджариваю слегка и буду добавлять уже грибы. Со скумбрией я что делаю? Я ее разобрал на филе, то есть отделил полностью косточки, оставил кожу и мякоть. Теперь я солю, перчу, добавляю битый чеснок в масле мой и смазываю это все медовой горчицей. Если нет медовой горчицы, берите обычную горчицу и на столовую ложку горчицы добавьте пол чайной ложки меда, и получится тоже шикарно. Такой маринад скумбрии, получается просто восхитительная скумбрия. Затем кидаем ее на 180 градусов в разогретую духовку на 5-7 минут буквально. Получается сочная и очень вкусная скумбрия. Попробуйте обязательно. На гарнир дам рис, обычный рис. Так, свинина уже почти готова. Добавляю грибы. Обжариваю так же само грибы до полуготовности и добавляю томатную пасту, воду, заправляю соль, перец. И довожу до вкуса и буду отдавать уже. Вот так это все смазываем. Хорошенько размазываем по всей филешке. Так. Добавлю столовую ложку томатной пасты. Орегано, сахар, и буквально стакан воды. Так, теперь надо добавить чеснок, соль, перец, паприку и можно снимать. Загустил немного мукой.
Буквально там столовую ложку добавил, чтобы получился такой соус. По вкусу получилось то, что надо. Просто замечательно. Посмотрите, ну красота, красота. Да еще и с отварной картошечкой, которая будет со сливочным масличком, с укропом. Да вы шо? Вот такая вот красивая и очень вкусная выходит скумбрия. Насыщенный сегодня день, конечно, был. Работа уже подошла к концу. Все поубирал, всех накормил. Что вам хочу сказать. Не забывайте про подписку, ставьте лайки, пишите ваше мнение в комментариях. Всем спасибо за просмотр и до встречи.